Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу реальную историю. Приятного просмотра. В неприятном положении оказалась кобыла по кличке Фара 5 февраля 2021 года в Уэльсе. Эта сильная и отважная лошадь ранее никогда не испытывала такого ужаса, как тот, который она пережила в этот день. Все началось, когда Фара решила пойти на прогулку в окрестностях своего загончика. Она вышла на привычную тропинку, но по какой-то причине свернула не туда. Лошадь, будучи любознательным исследователем, не устояла перед соблазном познать новое место и забрести туда. Увы, она не знала, что попадет в опасную болотистую местность. Фара, неосмотрительно шагая вперед, постепенно погружалась в мутную воду. Сначала были лишь копыта, а затем и вся ее мощная осанка. Лошадь паниковала, пытаясь освободиться, но чем больше она двигалась, тем сильнее впадала в опасность. К счастью, ее необычное положение не осталось незамеченным. Случайные прохожие, прогуливающиеся по ближайшему лесу, услышали ее необычные ржания и крики. Они, не задумываясь, сразу вызвали спасателей, осознавая, что без помощи лошадь не сможет выбраться из этой ловушки. Пока спасатели прибывали на место, люди, которые услышали Фару, старательно пытались успокоить ее. Они знали, что лошадь испытывает страх и стресс, и понимали, что в этой ситуации спокойствие и поддержка могут сыграть решающую роль. Спасатели не теряли ни секунды. Они доставали все необходимое оборудование, веревки, погрузчик и специальные устройства для спасения животных. Было очевидно, что задача не из легких, но они были на все готовы, чтобы спасти Фару. Мужественные спасатели вступили в действие. Они осторожно подошли к кобыле, стараясь не спугнуть ее еще больше. Через тщательное планирование и силу воли они начали освобождать Фару из грязной ловушки, в которую она попала. Сперва они приступили к спасательному кругу. Они его надели на голову лошади, затем приступили к привязыванию веревок к телу лошади, чтобы иметь возможность поднять ее при помощи погрузчика. Каждое движение было предельно осторожным, чтобы не нанести Фаре еще больше травм. Постепенно, с большим напряжением и концентрацией, они поднимали Фару все выше и выше, пока она не освободилась полностью. Лошадь выглядела истощенной и переохлажденной от долгого пребывания в холодной воде. Спасатели немедленно разложили одеяло и нежно укрыли Фару, чтобы согреть ее. По мере того, как Фара начинала приходить в себя, спасатели связались с ее хозяином, чтобы сообщить о случившемся и спросить, что дальше делать. Хозяин, благодаря небывалому счастью, что его любимая лошадь осталась жива, немедленно приехал на место и обнял Фару. Он был бесконечно благодарен всем, кто помог спасти его дорогую кобылу. Он выразил свою признательность и уважение к спасателям, которые неустанно работали и рисковали своей жизнью, чтобы спасти его домашнего питомца. Постепенно, с каждым часом, Фара снова становилась сильной и здоровой. Она прошла обследование у ветеринара, и он подтвердил, что кобыла не понесла серьезных повреждений и скоро сможет вернуться к своей обычной жизни. История Фары стала настоящим воплощением силы, выдержки и любви. Она показала, что даже в самых неприятных и опасных ситуациях есть люди, готовые прийти на помощь. Благодаря их отваге и решимости Фара смогла снова наслаждаться свободой и комфортом в своем доме. Этот незабываемый день стал важным уроком для всех, кто причастен к истории Фары. Он напомнил нам о важности быть осторожными и внимательными, а также о том, что доброта и поддержка могут сделать чудеса. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.